Как вы знаете, у нас тут с вами научный канал, и мы постоянно проводим измерения блейзинговости языков программирования. И вы меня постоянно просите добавить какой-нибудь язык в список, и я добавляю. Недавно я увидел много просьб добавить Python. Вы же понимаете, что нет никакого смысла добавлять Python. Или есть? Кто не в курсе, давайте быстренько посмотрим, что же такое Python. Вот сайт python.org, и как и любой из других языков программирования, Python на своем сайте хочет о себе что-то сказать. Я напоминаю, что Rust на своем сайте говорит, что он blazing. Посмотрим, что же говорит Python. Итак, Python говорит, что Python is a programming language. Как минимум, это заявка, и он считает себя языком программирования. Это странно, но окей. То есть, получается, Python — это язык программирования, который позволяет вам работать быстро и бла-бла-бла-бла-бла. Тут нет ни слова, что Python быстрый. Тут нет ни слова, что Python невероятно быстрый. Получается, Python не позиционирует себя как blazing язык, а вы просите добавить его в состязание blazing языков, таких как Rust и C, которые компилируются и выжимают каждый такт. Интересно, будут ли у Python хоть какие-то шансы? Ну давайте посмотрим. Когда дело доходит до ускорения Python, у меня есть два варианта. А доходит до этого постоянно, потому что благодаря курсам и всяким менторам у нас вокруг очень много Python теперь в мире, и нам нужно как-то с этим работать. А я напоминаю, что наша с вами основная цель — это писать невероятно быстрые и блейзинговые программы. Поэтому нам нужно блейзить даже Python. Первое правило блейзинга Python. Не писать на Python. Ни в коем случае нельзя писать код на Python. Это невероятно медленно. При любой непонятной ситуации пишите на Rust. Ни в коем случае не пишите на Python. Это правило номер один. И второе правило. Если все-таки написание кода на Python неизбежно, то блейзить нужно первым. А как мы с вами блейзим, я уже вам говорил. Первым делом мы выкидываем весь ненужный код. Вторым делом мы добавляем symd. И третьим делом мы добавляем многоподточку. И это база. В прошлых сериях, чтобы выяснить, какой же язык программирования самый блейзинговый, мы с вами писали функцию суммирования вектора. На вход мы подавали 200 миллионов двоек и засекали, сколько же времени работает эта функция. Мы написали функцию bench для каждого языка программирования, и эта функция выполняла функцию суммирования 500 раз и засекала среднее и медианное значение. Таким образом, мы выяснили, что Rust невероятно быстрый, а все остальные языки просто медленные. Давайте сделаем то же самое для Python. Вот, кстати, и код на Python, но давайте для начала поговорим про его особенности. Итак, смотрите, вот это n равняется 200 миллионов, и это считается константой. Но с чего вдруг мы с вами должны доверять, что это константа? А ни с чего, просто она написана с большой буквы, значит это константа, окей? Ну такое, но окей. Дальше смотрите, функция SimpleSum, которая суммирует элементы массива. Смотрите, в принципе, все то же самое, как и во всех других языках программирования. У нас есть какой-то аккумулятор. Мы бежим по всем элементам массива и добавляем их в аккумулятор. Ну и дальше возвращаем аккумулятор. Но что мы видим в Python? Смотрите, функция на вход принимает какой-то R. У него не прописан ни один тип. И она не возвращает тоже ничего. Не указан никакой тип, который она возвращает. Соответственно, этот R может быть что угодно. Это может быть строка, это может быть целое число, это может быть беззнаковое число, это может быть U8. Как понять, что это, непонятно. Дальше у нас есть аккумулятор, который равен нулю. Но что это за тип? Это i32 или i64 или это i8? И когда у него будет переполнение, нам неизвестно. Мы надеемся только на одно, что Python это разрулит. И он разрулит. Дальше мы бежим по элементам, складываем и возвращаем. Ну так вот, смотрите, сколько в этой функции «но». Сколько в этой функции непоняток. Из чего вдруг она должна работать быстро. Python — это интерпретируемый язык, то есть изначально он превращается в байт-код, а потом этот байт-код выполняется там непонятно чем, и в конечном итоге он превращается в ассемблер, видимо, и тот уже выполняется на процессоре и декодируется. Под капотом у Python C, и, соответственно, C должен понять,
понимать, что это за типы. Он должен как-то динамически это все разруливать, что вообще здесь происходит. И, соответственно, конечно же, это не может работать быстро. Очевидно, что это работает не быстро. Но чтобы понять, как это работает, у нас есть функция Bench. И давайте вот сейчас с точностью до наносекунд замерим, насколько не быстро работает эта функция SimpleSum. Вот таким образом мы создаем массив из 200 миллионов элементов, из 200 миллионов двоек. Смотрите, 2 for, нижнее подчеркивание, in range n. Очень удобно. Окей. Ну и запускаем нашу функцию бенча. Давайте запустим и выполним ровно 10 итераций. Почему 10 итераций, вы хотите спросить? Ну, вы сейчас узнаете. Давайте запускать. Но перед тем, как запускать этот божественный код на питоне, коллеги, я напоминаю, я создал телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста, на него. Также я создал Boosty, подписывайтесь там и по возможности поддержите канал. И это очень сильно бустанет развитие канала. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Кажется, это будет невероятно долго, но тем не менее нам придется это затерпеть, чтобы понять, насколько быстро или долго работает Python с обычной функцией. Смотрите, 3523 миллисекунды, это 3,5 секунды, это ужасающе медленно. Ужасающе. Давайте попробуем исправить ситуацию и немного заблейзить код на питоне. Что мы можем вообще сделать с этой функцией? Давайте попробуем вот такой вариантик использовать. Это sum_array и sum, которая встроена в стандартную библиотеку питона. Она, кажется, должна быть очень сильно оптимизированной и напрямую вызывать сишный код. Давайте проверим, сколько же времени выполняется эта функция. Для этого нам нужно дописать вот здесь вот вызов бенча. Давай Copilot. Copilot справился. Только давайте в этот раз сделаем не 10 итераций у верхней медленной функции, а только одну. Давайте запускать. Итак, чтобы запустить, нам нужно написать Python main_poo. Теперь осталось только дождаться. Первая функция выполняется 3 секунды. Ну давай же уже. Так, в этот раз она уже выполняется 4, господи. Ну там, видимо, потому что у нас же все-таки средняя считается из 10. Итак, вторая, смотрите, она работает просто в 6 раз быстрее, чем первая. То есть мы действительно получили ускорение, и получили ускорение в 6 раз. Получается, нам действительно надо использовать функцию sum встроенную. Но на самом деле надо ли? Потому что 722 миллисекунды. Это ужасающе медленно, и у Rust время там 7 миллисекунд. Действительно ли 722 миллисекунды имеет смысл сравнивать с Rust? Конечно, нет. Давайте попробуем сделать что-нибудь еще. Всем известно, что в Python с числами работают через библиотеку NumPy. Давайте добавим ее и посмотрим, насколько сильно она блейзанет нам код. Для этого нам нужно сделать следующие операции. Во-первых, написать import numpy snp. Это база. Всегда все пишут так. Дальше нам нужна сама функция def sum np. Вот такая вот. Copilot нам ее с вами написал. И теперь давайте добавим bench и посмотрим, сколько же времени выполняется эта функция. Bench. Вот так. Только на всякий случай напишем 1. Запускаем. И давайте посмотрим, сколько же времени это все будет выполняться. И что же у нас с NumPy 6,7 тысяч миллисекунд? То есть это получается 6,7 секунды. Практически 7 секунд. Почему такое замедление? Что же пошло не так? Ну, на самом деле, этому есть объяснение. Давайте посмотрим, что пошло не так. NumPy, она очень сильно любит типы, потому что она написана практически вся на C, и она очень сильно заблейзена. Поэтому смотрите, что мы можем сделать, чтобы блейзануть эту функцию. Мы можем добавить вот такой массив rtyped и показать, что здесь будут находиться элементы двойки, у которых тип int32. То есть теперь NumPy будет знать, что за типы данных он складывает, и, соответственно, он может вызвать более оптимизированную C-версию для этой функции. Давайте проверим, сколько времени будет работать теперь. Добавим новый bench. Ну, допустим, 100 итераций. Ну, допустим, 500 итераций. Интересно, вывезем ли мы ждать 500 итераций? Давайте запускать. 47 миллисекунд, коллеги, 47 миллисекунд. Это невероятно быстро по сравнению с нашим первым результатом с тупой функцией 4300.
47 миллисекунд — это в 90 раз быстрее. В 90. В прошлой серии у нас шарпы выполнялись на скорости 47 миллисекунд. Но, кстати, шарпы я перекомпилировал, и теперь их результат очень даже вкусный. И в следующей серии мы узнаем, какое же место займет шар. Ну а пока давайте вернемся к питону. Это в 90 раз быстрее, чем наш первый запуск. Это уже то время, о котором можем говорить. Уже на такой скорости программы мы в принципе можем терпеть, хотя на самом деле это все еще медленно. Можем ли мы сделать ее еще быстрее? Давайте попробуем. Как я уже говорил, первое правило — нужно было выкинуть все лишнее. Но нам тут пока нечего выкидывать. А второе правило — это добавить симт. Но мы опять же не знаем, что под капотом использует NumPy. Скорее всего, оно и использует какие-то симды. Но нам это пока что с вами неизвестно. Но у нас есть третье правило — добавить многопоточку. Давайте добавим. Итак, мы сплитим array на чанки по количеству воркеров, а количество воркеров — это количество тредов у нас в компьютере, точнее CPU. Дальше мы with concurrent future запускаем thread pool и, собственно, в нем запускаем функцию sumNp, вот эту для каждого чанка, и возвращаем сумму всех результатов. Это должно быть быстро. Это должно быть быстро. Давайте проверим. Для начала нам нужно добавить bench. Давай-ка, пилот, помогай. NumPy сам мультитред. Окей, и это будет, наверное, быстро. Поэтому сразу сделаем 500. Давайте запускать и проверять, сколько же времени это будет работать. Запускаем. Вот у нас 46 миллисекунд, все как в тот раз. И давайте посмотрим, сколько нам даст мультитред. 15 миллисекунд. И я напоминаю, сейчас идет запись OBS. 15 миллисекунд, коллеги, 15 миллисекунд. Это в 300 раз быстрее, чем в первом случае. Мы всего лишь добавили NumPy и добавили многопоточку, и мы ускорили код в 300 раз. И вот это время уже может конкурировать с теми языками программирования, которые компилируются на LLVM. Интересно, интересно. Но можем ли мы еще быстрее? Давайте попробуем. Чтобы понять, можем ли мы еще быстрее, нам нужно понять, что Python не так-то прост. Python — это действительно Python. Смотрите, что происходит. На самом деле у него есть Cython. Вот эта штука — это просто Blazing. Это на самом деле встроенный в Python C, которым мы, как программисты, можем пользоваться. Интересно, почему же мы им не пользуемся? Почему же тот код на Python, который я вижу, он написан на Python, а не на Cython, коллеги? Я думаю, нужно над этим поработать. Тем не менее, смотрите, что здесь происходит. Наше второе правило — добавить симт, и оно работает. Вот функция neon_sum. Здесь мы объявляем счетчик и объявляем 4 аккумулятора. Идем по массиву шагом 16. Загружаем в каждый аккумулятор элементы, суммируем и дальше горизонтально суммируем, и все, добиваем остаток и выводим результат. Это будет быстро. Это будет очень быстро, потому что это работа с процессором. Это SIMD и это C. Ну и дальше, чтобы уже у других языков не было никаких шансов, мы делаем neon_sum par. Это параллельная сумма через sim. Все то же самое здесь мы используем prange. Это очень жестко, и это будет так быстро, это будет невероятно быстро, коллеги. Давайте же запустим и посмотрим, сколько времени запускается эта функция и запускается Cython. Чтобы использовать его в коде, его нужно просто импортнуть. Вот файл у нас называется blazing_sum, и из него мы импортируем, во-первых, создание массива, ну, чтобы сразу поинтером идти по нему, импортируем наши функции sumNeon_pu и sumNeon параллельный. Что же делать? Дальше мы прямо в коде можем их использовать. Вот два бенча для обычной функции и для распараллельной. Давайте запустим и проверим, насколько это будет быстро. Запускаем. Как мы понимаем, Python на самом деле не так-то уж и прост. Если грамотно с ним работать, то можно очень сильно блейзить код. Итак, 15 миллисекунд, и сейчас наши блейзинговые функции пошли. Давайте посмотрим, сколько же времени они выполняются. Первая функция sumNeon 26 миллисекунд, она выполняется в 2 раза быстрее. Да, 10 миллисекунд выполняется параллельная функция.
это просто блейзинг. Смотрите, здесь 15 миллисекунд, а здесь 10. 10 миллисекунд по сравнению с этим результатом это просто в 400 раз быстрее. В 400 раз быстрее, коллеги, мы не сделали ничего сложного, мы просто написали код на Ситоне и вызвали его из питона. И вот этот результат уже очень может сильно конкурировать с Растом. Может невероятно сильно наступать ему на хвост. Конечно же, здесь Гошкам уже не место. Поэтому в следующей серии мы с вами проведем сравнение всех этих языков. Обновленного перекомпилированного шарпа, вот этого питона. У нас также нам скинули в группе версию для Гошки, которая использует ассемблерные вставки. Это будет очень жесткая серия, поэтому подписывайтесь, коллеги, и там будет очень потно. Даже я в этот раз не уверен, будет ли на первом месте Rust. Таким образом, коллеги, получается, нам нужно всегда и везде пытаться заблейзить код, даже если это код на питоне. Мы только что ускорили его в 400 раз. И это не заняло у нас много времени. Нам нужно просто об этом думать. Нам нужно просто думать о том, что программа может работать быстрее. Ну, естественно, если она написана на Rust, то она будет работать быстрее. На этом, коллеги, на сегодня все. Подписывайтесь в Телеграме на группу. Подписывайтесь, пожалуйста, на Бусти и поддержите канал по возможности. Ну и, конечно же, подписывайтесь в Ютубе. На этом все. Всем пока. И да, кто не подписался, тот не блейзинг.